Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Знаете, мои хорошие, ничто так не бодрит по утрам, как чашечка кофе, пролитая себе в постель. Сразу же столько энергии появляется. А мы сегодня будем шить из узких полосок ткани. Всегда удивляюсь, откуда они берутся. Для этой работы нужны полоски одной ширины. Просмотрим остаточки и все лоскутки подровняем под ширину 5 сантиметров. Сегодняшний блок отшивается по основе. Можно взять старую простынь, кто-то шьет по бумаге, а я возьму клеевой флизелин. У меня широкий длинный кусок. Нарисуем вспомогательные линии. Одна будет точно посередине. И еще обозначим угол 90 градусов. Это для того, чтобы наш блок не ушел в сторону. Надо четко соблюдать все углы. Работу начинаем с прямоугольного треугольника. Можно просто разрезать квадрат по диагонали. А дальше будем его обшивать полосками ткани. Сначала с одной стороны, потом с другой. Лень – это двигатель прогресса. Мне лень отрезать нитки. Поэтому пришили полоску, отогнули, зафиксировали ее машинной строчкой. А теперь можно пришивать полоску ткани с другой стороны. Здесь надо тщательно следить за тем, чтобы при отгибании второй полоски уголок находился четко на центральной линии. У этого узора есть особенность выполнения. В сегодняшней работе мне хочется, чтобы рисунок был в виде стрелок. Поэтому лоскутки для стрелочек беру примерно одной цветовой гаммы. 2 бежевых лучика, 2 голубых. Прошили, отогнули, закрепили. Шьем не торопясь, следим за углами. Думаю, что вы заметили, что длина полосок с каждой стороны получается разная. Но за счет того, что это оттенки одного цвета, острие угла лежит точно на центральной линии. А если бы у нас были лоскутки разного цвета, или бы мы шили с одной стороны светлые ткани, а с другой темные, то эта разница в длине полосок бросалась бы в глаза, и центр уехал в сторону. Поэтому, если планируете шить этот блок именно заборчиком, то надо будет начальный треугольник сместить в сторону. У меня в работе хлопковые ткани.
Они хорошо держат сгиб. Поэтому я так спокойно работаю, отгибаю и прошиваю. Хотя, конечно, по правилам, надо каждый шов сразу проутюживать. Когда полностью заполнены наши заготовки, надо их хорошенечко проутюжить. И вот она, вся прелесть работы с клеевым флизелином. Все лоскутки проклеенные и прошитые. Остается только подровнять края. Наши длинные заготовки разрежем, а потом снова сошьем. А вот что же дальше делать с этой заготовкой? Можно сшить декоративную подушку или сумку, или сочинить такой бордюр к лоскутному одеялу, или просто сделать ланчматы. Вариантов применения может быть очень много. И что-то я как-то обезьяна в анекдоте. Это когда всем зверям велели разойтись. Направо умные, налево красивые. А обезьяна мечется и кричит: ну что же мне, разорваться, что ли? В общем, я пойду подумаю над своим поведением. А вам дала идею. Шейте, творите. У вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!